Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что же не нужно делать за столом. И если вы будете это делать, то, к сожалению, вы можете привлечь к себе и проблемы, и неприятности к вашей жизни. Также поговорим о том, как же правильно обращаться со столом, с нашим самым сакральным местом в доме. Друзья, все далее более подробно в этом видео. Вы знаете, стол — это одно из важных и сакральных мест в доме, поэтому с ним связаны различные правила, которых нужно обязательно придерживаться для того, чтобы не принести себе вред. Его часто используют в ритуалах, с его помощью возможно привлечь различные светлые энергии. Но также, если не относиться к нему с уважением и не соблюдать правила, то можно притянуть и сильный негатив, который принесет много различных неприятностей. Также можно нарушить и особую энергию своего жилья и этим принести вред всей семье. Но чтобы этого не допустить, нужно правильно и с уважением относиться к столу. Его обязательно нужно держать в чистоте, нельзя ставить на него никакие предметы, например, те же пакеты из магазина, ключи, шапки и так далее, потому что все это приведет, к сожалению, к неудачам. Когда вы пристилаете кровать, никогда не кладите на стол подушку, потому что при уборке очень важно, чтобы вы воздержались от этого действия. Даже если это какие-то и декоративные подушки, то им не место на столе, помните об этом. Если вы забыли или кто-то из членов вашей семьи случайно положил на стол подушку, нужно срочно нейтрализовать негатив. Для этого сразу же взбейте подушку и проговорите такие слова. Подушку трушу, негатив с нее собью. На столе подержала, все осознала, быстро подняла, семье не навредила. Проговорив эти слова, положите ее на стул, и пусть так пролежит на протяжении часа, и только по истечению этого времени можете ставить ее на место. Нельзя на стол класть резинки, заколки для волос, гребешки, а также ставить расческу для волос, потому что это приведет к неприятностям в семье, к ссорам, конфликтам, к выяснениям отношений. И о вас начнут сплетничать ваши же недоброжелатели. Завистники проявятся еще с большей силой и будут пытаться причинить вам вред. Если после того, как эти вещи будут находиться на столе, вы оденете их на голову или будете причесываться, у вас начнутся неприятности, при этом во всех сферах вашей жизни. Как вариант, вы можете потерять работу, у вас может и уменьшиться заработок, испортиться отношения с окружающими вас людьми. Если вдруг вы все-таки положили что-то из этих вещей на стол, возьмите полную жменю солью над той вещью, которую положили на стол. Поднимите белый лист бумаги и сверху на нем сделайте солью 3 круга по часовой стрелке. При этом проговаривайте такие слова. Весь негатив, что вещи собрали, с них снимаю. Положительные потоки в непрерывность запуская, чтобы меня окружали и положительными моментами мою жизнь наполняли. Сделав эти действия, вы можете дальше продолжать пользоваться этими вещами, и вы уже не сможете подобрать негатив. Помните о том, что головным уборам, шарфам, перчаткам также не место на столе. Если у вас есть такая привычка, срочно избавляйтесь от нее, так как ничего хорошего она вам не принесет, кроме неприятных событий и, возможно, даже бед. Если вы все-таки снова сделали такое действие, положите эту вещь на пол, встаньте на нее 8 раз левой ногой и проговорите при этом такие слова. Положительные энергии из этой вещи не ушли, а наоборот, положительные энергии ее заполнили. Затем подержите эту вещь между ваших ладоней, потрите ее и только проделав эти действия, вновь можете одевать. Кладя ключи на стол, вы перекроете поступление энергии в свою жизнь и в дом, а если энергии перестанут к вам поступать, то у вас получится энергетический застой, который приведет к тому, что у вас будут постоянно бессонница, какое-то постоянное нервное напряжение, апатия. Возможно, вы решите забросить и важные дела по дому, и меньше времени начнете уделять семье.
Поэтому, пожалуйста, не рискуйте, пока не причинили сами себе вред, от которого потом будет очень трудно избавиться. Отведите для ключей специальное место и выработайте привычку приходить домой и сразу класть их на место. Если вы вдруг положили ключи на стол, сразу поднимите их левой рукой, потрусите ними и скажите такие слова: «Ключами трушу, светлые энергии этим звуком приманю. Ко мне приходите и дом мой заполоните. Всем живущим в нем приятные моменты подарите». Это поможет вам не только не растерять нужные вам энергии, но и этим действием, наоборот, притянуть еще в большем количестве положительной энергии к вам. Помните о том, что нельзя сидеть и на столе. Это не только некрасивая привычка, но и неуважение к сакральному месту. Такое действие может даже перевернуть вашу жизнь с ног на голову. Также этим вы проявляете неуважение и к хранителю вашего дома, домовому. А если он разозлится и находиться в доме будет практически невозможно, то будет мешать вам хорошо отдыхать. Тревожить, как вариант, вас во сне, хлопать дверями, начнут появляться и трещины по стенам, будут постоянно пропадать вещи. Поэтому не делайте то, о чем потом можете пожалеть. У вас должно быть только правильное отношение к столу. Это поможет наполнить ваш дом всем наилучшим. А также не забывайте задабривать вашего помощника, чтобы он и дальше помогал вам следить за порядком и убирать весь негатив из дома. Оставляйте ему хотя бы раз в месяц на блюдечке молоко и при этом проговаривайте такие слова: «Помощник мой, тебя благодарю. Дальше о помощи твоей прошу. Мне помогай и меня не оставляй». Проделав это, ваш домовой будет создавать положительную атмосферу в вашем доме. Вам будет комфортно в нем находиться, будут происходить приятные моменты и события. Финансовое положение помогут улучшить вам 3 купюры под скатертью. Сложите их так, чтобы получился треугольник. Вовнутрь положите монету желтого цвета самого большого номинала. С одной стороны на скатерти сделайте зеленой ниткой 3 стежка. При этом проговаривайте такие слова: «Деньги ко мне приходите, вокруг меня энергетический круг сотворите. Жизнь мою в нужном направлении поверните и приятными событиями ее наполните». Это поможет вам наполнить свою жизнь деньгами и улучшить ваше финансовое состояние. Научитесь относиться к столу с большим уважением. Соблюдайте все правила, так как вы таким образом не разрушите энергетику своего жилья. Если вы будете все это соблюдать, то не принесете себе вред. Вы сможете избежать различных негативных событий и наоборот притянете только положительные энергии. Чем больше положительных энергий вы притянете в свою жизнь, тем удачнее и благоприятнее ваша жизнь будет складываться. Обдумывайте все действия, чтобы потом не жалеть о том, что вы сделали. Все ваши действия зависят только от вас и чем вы себя окружите. Это также помните ваше решение.